Ахой, дорогенькие, с вами традиционный Янка Алка, синее настроение, и сегодня устроим битву чешских регионалов. Платан против Холбы. Две классические десятки, единственки на столе. Несмотря на запрет импорта чешского пива в Беларусь, оно, слава богу, приезжает к нам. Пока в столичных магазинах есть продажа как флагманы, так и регионалы из Чехии, которые сегодня столкнем между собой в бою. Традиционные десятка и одиннадцатки на столе. Чехи, как я уже говорил в своих обзорах, крупным шрифтом на этикетках пишут именно экстрактивность начального сусла, а никак не процент спирта, что, на мой скромный взгляд, не лишено смысла. Холба и платан. Все же по-чешски верно говорить платан, так как в чешском языке ударение падает всегда на первый слог. Кстати, в слове пиво ударение на и, а не привычное нам о. Мне кажется, это пошло из старославянского языка. Ведь смотрите, в русском языке казино, говно, кино, вино и домино ударение в существительных на о. Если есть алкоголики и лингвисты на канале, жду вас в комментариях. Итак, регионалы Холба и Платан. Пиварня Холба из города Ганушевица, основана в 1876 году. Находится практически на границе с Польшей, вблизи гор, отсюда и слоган их «Чистое пиво из гор». На этикетке горы, на второй этикетке также горы. И самый популярный сорт у них это Шрак, назван в честь вершины горы. На данный момент входит в состав ЧЗ Групп, в котором также находятся такие популярные пивоварни, как Зубр и Литовель. Зубр, кстати, у нас уже был на обзоре. И Платан находится в городе Противень на юго-западе Чехии, основан в далеком 1540 году. На сегодняшний день входит в состав чешского условного гиганта Лобковиц и с одноименным пивом. Названа в честь дерева, было там 3 дороги, окруженных этими деревьями, и поэтому и было названо пиво так. Итак, погнали, сокращенка окончена. Все банки 0,5, все куплено где-то по 3,5 рубля. Все куплено в Санта. Забегая вперед, скажу, что импортер везде именно Санта. Берем десятки. Холба, Хорска 10, пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, Хорска 10. Состав: вода, ячменный солод, сахар, хмелепродукты, то есть имеем не соложонку, массовая доля сухих веществ 10,3, спирта 4,2, то есть имеем не соложонку и десятку. Платан, пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, платан десятка, вода, ячменный солод, хмелепродукты, экстрактивность начального сусла 10,2, спирта 4,0. Первая Хорска изготовлена 23.05.24, а платан 13.05.24. Наливать будем вместе, чтобы можно было идеально сравнить. Хорска. Красивый цвет сразу уже вижу. И десятка от платана. По цвету чуть-чуть Холба темнее, более янтарный цвет. Оба цвета хорошие, карбонизация средняя, пенная шапка. Или я так наливал, или у платана все-таки она посерьезнее. Карбонизация средненькая у обоих. Изготовлены практически все в одно и то же самое время. Ну, да. Холба все-таки... Хотя нет, платана все-таки держится. Шапка. Значит, начинаем с Холбы. Нос. Слабенький нос у Холбы. Есть чуть-чуть дефектика. Не стандартная сера чешская, а есть что-то такое, не сказать, что дрожжевое, может немножко старение чуть-чуть слышно.
В целом аромат не сильно интенсивный. Хмеля не слышно, кстати. Ну да, выпил такой чуть медовый тон. Да, мне очень нравится. Это дефектно. Платан. Здесь уже хмель ощущается. Травки. Здесь все хорошо. Здесь по носу все гораздо лучше. Платана. Здесь вот не соложонка, но сахар, да, и вот эта посторонность, какая-то кукурузная посторонность. Как будто это не сахар добавлено, а кукуруза. Нет, но с носом у Платана все хорошо. Может, не настолько интенсивный аромат, как хотелось бы, но отлично. На вкус. Холба. Сразу горчинка есть неплохая. Ну, пустотеленько. Десяткой должна быть такой. Приятно. Пустотеленько, приятно, с небольшой горчинкой, но не выпирающей. Достойно. Солод. Немножко есть солода, обратно же десятка, пустотеленькая. Много берешь на вечер и много выпиваешь в компании друзей или там смотря футбол. Это пиво для этого и создано. Приятное, довольно сухой, но не высушенный, то есть не выбивается хмель, хмель ровно ложится, на послевкусие остается не очень долго. Отлично. Блин, нос по тебе хороший, а? А вот так очень хорошо. Платан. Платан, наоборот, более полнотело. Небольшая разница, но есть. Приятный солодовый такой вкус. И послевкусие с горчинкой. Забаланшено очень хорошо. Да, как десятка это хорошо сбалансировано. Это, блин, это очень хорошо. Вот это даже здесь не очень хороший нос хорский. А у Платана чуть-чуть как бы больше солода ощущается, и это дает как бы больше баланса. Обратно же пенные шапки у Холбы ушла, у Платана осталось, а по цвету, конечно, красивее Платана. Так, снимаем конкурсантов, Холба и Платан. Это хорошо, это очень хорошо за 3,6 рубля, 3,5. Только носа не хватает. Да, забыл сказать, что это еще не охлажденное. И это, не знаю, заявлены они пилсами или нет, но это вот грань лагера и пилса. Вот где-то здесь находится его в одном, и во втором есть горчинка приятная, не аптечная, такая, как я люблю и как любят многие. 11. Тут уже должно быть пиво поплотнее, поинтереснее. Ширак. Ширак от Холбы. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Холба Ширак. Вода, ячменный солод, сахар, хмелепродукты в составе. Также есть несоложенка. Экстрактивность начального сусла 11,3, алкоголя 4,7. Изготовлен 20.05.24. И противостоит Платан единадцатка. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Платан единадцатка. Состав: вода, ячменный солод, хмель, хмелепродукты. Здесь также нет несоложенки. Экстрактивность начального сусла 11, алкоголя 4,6. Изготовлено 13.05.2025. Все в 5 месяце. Санта заказала и привезли. Чехи разлили под белорусский рынок, возможно. Не уверен, но возможно. Но если так, то неплохо. Итак, Хорска. Ой, Ширак. Здесь все поинтереснее у Ширака сразу. У Ширака поинтереснее пена. Здесь, по-моему, сегодня мы такой пены не видели. Мелкозернистая, белая, красивая пенная шапка. Красивый, янтарный, прозрачный цвет. Карбонизация средняя. Нет перекарбона, в общем. Это очень хорошо. Пенная шапка я бы сравнил с многими пшеничками, настолько она мелкодисперсная. Внешний вид топовый. Внешний вид топовый. И Платан. Когда всю жизнь называешь пиво Платаном, а потом
Платан не получается как бы перестроиться быстро. Блин, здесь все хорошо. И здесь пенная шапка. Или я так налил, или подсохли 2 стакана, потому что я всегда их мокрыми оставляю. Но и здесь пенная шапка мелкозернистая, пышная, белая, для лагера супер крутая. Да. По цвету опять же, по-моему, чуть-чуть холба темнее. За счет сахара, возможно, карамель. Давайте нос холбы, Ширака. Блин, все равно здесь есть диацетил и есть вот какой-то постороннистый тон. Возможно, это от сахара. Но это лучше гораздо. Здесь меньше вот этого вот постороннистого носа, нежели в десятке. Но оно здесь есть. Хоть убейте. И оно, кстати, есть в 11 от Платана. Что-то похожее, обратно же, у Платана менее интенсивный аромат. И вроде как, сейчас, может, это из-за пены. В 10 тут вот травки, солод и хмелек. А здесь нету хмеля. Слабо, больше солодовый аромат. В 11. Ладно, давайте пока она у нас пенка сойдет, пока мы продегустируем холбу Ширак. Блин, это хорошо. Это солодово, хороший баланс солода, хмеля. Послевкусие, блин, нос. Солодово, больше в солодовую сторону, полнотела. Я бы уже сказал, что здесь немножко даже чуть-чуть не хватает хмелька, хотя он есть на послевкусии. Я бы... И обратно же надо глянуть. Он заявлен, если как лагерь, то хорошо, если как пилснер, слабо, мало горечи. Нет, есть. Блин, вот это хорошо. Холба Ширак, хорошо, отлично. Если, повторюсь, это не заявлено пилснером, это как лагерь, топово, но нос. 2 носа у них у холбы не очень хорошие. Платан. Ну да, ну слабый. И вкус. Мне как-то по вкусу, да, полнотелее, нежели вот эти 2 варианта. Ну что-то не хватает. Здесь все прибито. Если здесь на максималках солод и хмелек поддерживает солод, то здесь чуть-чуть солода, чуть-чуть хмеля. Тоже забаланшено, но, блин, вкусное. Здесь оно больше солодовое. Ширак больше солодовый. Возможно, он даже больше сбалансированный, я бы сказал бы, Ширак. Так, давайте подводить итоги. Хорска десятка. Все хорошо со вкусом, все хорошо за эту цену. Пена ушла, нос дефектный, баллов 6. Платан. Все хорошо. Для десятки, повторюсь. Нос без дефекта. Вкус отличный. Пустотеленько уже после 2 этих. Баллов 7 для десятки. Ширак. Посторонистый нос. Хорошая пена, внешний вид. Солодовый, послевкусие с горчинкой приятный, не кислит все пиво, нигде нет спирта, вообще даже не думайте. Не знаю, это 7. И Платан. Не знаю, Платан, мне кажется, все-таки лучше. 7-8 баллов. Где-то 7,5. Что бы я купил, если выборов вообще не было, я бы здесь все купил. Но вот прям, если бы мне сказали, что взять из этих 4 вариантов, вот 2 вот этих варианта, скорее всего, я бы взял Платан, скорее всего. Но все пиво достойное. Не знаю, почему нос такой. Вообще пиву 5 месяцев, возможно, из-за старения, хранения обратно же. Но пиво все достойно вашего внимания.
Но обратно повторюсь, если есть возможность брать все-таки единстки и от Холба, и от Платана, и больше Платан как-то мне по вкусу, он показался больше сбалансированным. Ширак, на мой взгляд, ушел в солод. Обратно же повторюсь, как всегда, я дегустирую все комнатной температуры. Если все это охладить, здесь дефекты, возможно, скроются, и, скорее всего, скроются в носу. Это пиво еще будет приятнее пить. В общем, кто-то у меня спрашивал в комментариях и в телеге, чем можно заменить псевдонемцев, псевдочехов, которые продаются в магазинах. Вот два варианта: Холба и Платан. Но я бы взял, конечно, Платан. И по десятке он поинтереснее, и по единстке также. Вот такой быстрый обзор. Подписывайтесь на канал, прожимайте синие лайки, красные дизлайки, комментируйте, делитесь этим видео, подписывайтесь на телегу. Для вас, как всегда, Картайл Янка Алка. Бай-бай.